Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня для вас обзор на посылочку от торговой марки Росси. В данном случае я получила от них гель-лаки коллекции Joy, акрилатики, их Супер Стронг базу и очень интересную штучку для смачивания кисточки. Сегодня я вам расскажу о ней немножечко подробнее. Итак, первым делом вам, наверное, как и мне, не имется посмотреть, что же за цвета мне прислали. Очень интересная консистенция у базы. Я думаю, она будет очень хорошо работать на выравнивание ногтей, потому что очень хорошо подтягивается. И, кстати, кисточка, которая в ней, безумно удобная. Далее у меня два оттенка акрилатика. Первый – это классический прозрачный цвет, а второй – прозрачно-розовый. Это не камуфлирующий оттенок, это именно прозрачно-розовый цвет. Он нивелирует недостатки ногтевой пластины, но в то же время не перекрывает ее полностью. А вот теперь именно та штучка, которая мне показалась безумно удобной. Вот такая вот пуховка, в которую мы будем обмакивать кисть для работы с акрилатиком. То есть мы налили жидкость на одну из мочалочек и теперь об нее обмакиваем кисточки и излишки снимаем, а другую мочалочку. Вообще на самом деле эта штучка, как написано у нее на коробочке, средство для очистки кистей. То есть туда можно залить очищающее средство и опять же сначала центральную мочалочку, кисточку промывать, вычищать, а потом вторую снимать излишки очистителя вместе с пигментом. В общем, как очиститель я ее не пробовала, но в работе с акрилатиком штука действительно удобная. И вам, наверное, как и мне, конечно же, не имется посмотреть, как выглядят эти оттенки на типсиках. На руках клиента мы их тоже сегодня посмотрим. У меня, кстати, уже довольно-таки большая коллекция материалов данной торговой марки. Мы сегодня будем рисовать, используя только их цвета, поэтому выкрашиваем новое поступление на типсиках, любуемся, как это выглядит. Вот этот зеленый оттенок безумно красивый, очень интересно, богато смотрится, но он чистый двухслойник, к сожалению, в один слой он не перекрывает. А вот в два слоя очень красиво, ложится на ручки, очень ровненько, очень замечательно, но в принципе, я так понимаю, это особенности всех желтых пигментов. Этот цвет более желтый, нежели зеленый, поэтому он и является чуть более прозрачным. Все остальные оттенки очень плотные, перекрывают в один слой типсик, но на руки я их все равно буду красить в два слоя. Итак, вот такое вот пополнение в моей коллекции. Черная, белая красочка, мы ею сегодня тоже поиграемся и в конце я вам скажу свои выводы. Мы же тем временем переходим к коррекции наших ноготочков. У меня сегодня в качестве клиентки моя Анютка, я уже сняла старый материал. Мы подготавливаем ноготочки, наносим праймер, базовый гель и в качестве базового слоя, втирающим слоем наносим базу от Росси. Как я и говорила, кисточка меня вдохновила, очень удобно работать такой мелкой кистью. Переходим непосредственно к моделированию. Если честно, открывая тюбик и читая на нем надпись «Чайная роза», я думала, это будет камуфлирующий оттенок. Но это, к сожалению, розово-прозрачный. Но почему, к сожалению? В принципе, мы не собирались составлять это в качестве френча. Френч мы делать тоже никакой не собирались. Мы сразу же думали делать полное покрытие, поэтому камуфляж под это дело нам совершенно не нужен. И, кстати, вот этот вот оттенок очень красиво перекрывает натуральную ногтевую пластину, пряча все ее изъяны.
Материал ведет себя достойно, кисточки не прилипает. Жидкость, которая идет в комплекте к этому материалу, имеет довольно-таки приятный запах. Единственное, что я не очень люблю работать квадратными кистями, но это опять же на любителя, кто к чему привык. После того, как мы полностью смоделировали наши ноготочки, переходим к опилу. Хотя, как обычно, можно было выложить весь материал и в безопильной технике, но, как вы все знаете, я люблю пилить. Поэтому опиливаем наши ноготочки, далее делаем маникюр, делаем каждый кто как умеет, я не умею, поэтому делаю плохо, и переходим непосредственно к дизайну ногтей. А вот в дизайне ногтей мы сегодня с вами поиграемся на контрастах. Мы с вами просочетаем между собой контрастную зеленую и красную цветовую гамму. Всегда сочетание красного с зеленым смотрится просто потрясабельно. Основные ноготки мы выкрашиваем желто-зеленым оттенком. Как я говорила, этот оттенок на ручках ложится только в два довольно-таки плотных слоя. На пальчиках, на которых мы подразумеваем дизайн, мы зелеными оттенками вырисовываем абстрактную композицию. Мы не будем заполнять полностью всю поверхность ногтя, а оставим кое-какие места для того, чтобы у нас было негативное пространство в дизайне. Все зеленые оттенки, которые я сегодня использую, они все от торговой марки Росси. И, кстати, вот этот вот темно-зеленый цвет является одним из моих любимых для рисования листвы на всяких разных цветочках. Итак, вырисовываем для себя абстрактную композицию, добавляем оттенки зеленого и потом еще прорисуем это все при помощи красочки. Добавляем к нашей зелени красный цветочек. Такой себе мак, не мак, какой-то абстрактный четырехлистный цветочек у нас сегодня с вами получится.
очень симпатично смотрится на вот такой вот зеленой абстракции. Сначала мы добавляем подмалевок нашему цветочку, потом при помощи темно-красного оттенка делаем ему тени и оранжевым цветом высветляем кончики лепестков для того, чтобы показать изгибы наших листиков. К сожалению, тут моя камера меня совершенно подвела. Она вообще сбила резкость, и мне очень жалко, что так плохо видно, что же здесь получается. Но, в принципе, интуитивно понятно и в целом-то все-таки читаемо, но резкость у меня находится намного ниже, чем я рисую. Вот как-то так получилось. Все же было нормально в начале ролика. Куда резкость убежала, кто мне расскажет? Мы же тем временем растушевали для себя оранжевые пятна в наших лепесточках и добавляем в серединку цветочка зеленых пятнышек, которые будут имитировать центр нашего мака. Потом вокруг зеленых пятнышек мы добавляем черных меленьких, которые будут имитировать тычинки нашего мака. После всего этого сажаем наш мак на стебелечек, потому что мак должен откуда-то расти, у него должны быть ноги. Вот дорисовываем нашему маку ноги при помощи черной гелевой красочки. Гелевая красочка от Роси, и, кстати, она довольно-таки хорошо пигментирована для рисования тонких линий, мне понравилось. После того, как мы добавили черную прорисовку, я перекрыла ноготочки матовым топом и поверх матового финишного покрытия добавляю белую прорисовку своему цветку. Именно благодаря сочетанию матового покрытия и глянцевой краски в прорисовке получается дополнительный объемный эффект у цветочка. И кроме белой прорисовки непосредственно самого цветка, я добавляю несколько белых элементов на фон для того, чтобы подчеркнуть движение композиции. Итак, вот такой вот яркий, сочный, вкусный дизайн у нас сегодня с вами получился. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Надеюсь, вам было интересно и полезно.
Мы же с вами увидимся в новых уроках. Не забудьте посмотреть ссылочки в описании, не забудьте подписаться на канал, потому что впереди будет много всего интересного. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!